Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы расскажем вам о знаменитой сталинской высотке в центральном здании МГУ. Почему ее называют высоткой номер 1, каким невероятным подвигом было ее строительство и чем оно помогло стране. Не забывайте, что это видео в формате 360 градусов, и вы можете вращать экран в любую сторону. В 1947 году Совет министров СССР по предложению Сталина принял постановление о строительстве в Москве 8 высотных зданий. Одно из них планировалось на Ленинских горах под размещение гостиницы и жилых помещений. Однако ректор МГУ, академик Несмеянов, предложил разместить в нем университет. Сталин предложение одобрил. Архитекторам и строителям предстояло создать шедевр. Самое высокое в Европе жилое здание высотой 240 метров с учетом шпиля. Ну как сделать это на зыбком грунте? Москва не Чикаго, где достаточно вбить сваи в гранитное основание и строить здание любой высоты. Почва у нас нестабильная и влажная, для высотного строительства не предназначена. Любое миллиметровое отклонение на нижнем уровне приведет к метровому расхождению на верхнем. К тому же у страны не было ни опыта подобного строительства, ни подходящих механизмов, ни даже нужного количества рабочих рук. Все же только что завершилась война. Помогла, как всегда, смекалка. Вместо свай был использован новый тип фундамента. Герметичная железобетонная коробка, которая будто парила на глинистой почве с минимальной усадкой. Только для того, чтобы вывести весь грунт из котлована, самосвалы сделали более 1 миллиона рейсов по специально построенному шоссе. Нужно ли говорить, что работа шла круглосуточно и круглогодично? Сооружение каркаса стало не меньшим вызовом. Он представляет собой огромную трехмерную сетку из стальных стоек и балок, собранных как конструктор. Оригинальная система свободного крепления перекрытий, созданная инженером Никитиным, позволяет каркасу немного гулять, поэтому огромному зданию не страшны перепады температуры. Отдельно стоит упомянуть уникальную систему инженерных коммуникаций высотки. Это не только вода, газ, канализация и пожаротушение, но и новаторские для того времени централизованные системы пылеудаления и кондиционирования. Кроме того, имелись отдельные каналы для чистого воздуха, специальные электросети, стоки для кислот и щелочей химических лабораторий университета. Впервые была применена система, называемая сегодня «теплый пол». Возле центрального входа расположены величественные скульптуры девушки и юноши авторства знаменитой Веры Мухиной. Украшая фасад, они подчеркивают стремление к знаниям как один из главных идеалов советской страны. Ой, вы, Ленинские горы, ой, вы, светлые просторы, вами Родина гордится, вами Родина гордится, вами славится Москва. Высотка была открыта 1 сентября 1953 года и сразу приняла студентов. Хоть ее строительство стоило фантастических денег, но благодаря ему мы получили бесценный опыт, технологии и навыки, которые потом применялись при строительстве атомных электростанций, Останкинской телебашни и других объектов. Здание стало символом ушедшей эпохи, крупнейшей и последней стройкой сталинского ампира, до открытия которой сам вождь не дожил всего несколько месяцев. На смену ей шли новые времена и нравы, но об этом в следующих выпусках.